Всем привет, с вами Бананомастер, и сегодня мы наконец связываем наш JavaScript с HTML файлом. Сразу скажу, что изучать программирование, которое позволяет добавлять логику на сайт без самого сайта, малоэффективно. Ведь в чем суть учить JavaScript и не использовать его по назначению? Курс построен так, чтобы все знания, которые вы тут получили, вы могли бы сразу использовать их в жизни, в живом коде. Вернемся к теме нашего урока, а именно связываем JS с HTML. Для этого мы будем использовать новую для нас встроенную функцию JavaScript, а именно Query Selector. Именно эта штука и позволит нам подключить наши теги к JavaScript. Чтобы мне ее использовать, мне нужно создать переменную. Я назову ее title и присвою в нее следующее. Далее, в круглых кавычках, мне нужно написать строкой название класса, того тега, которого я хочу подключить из HTML. К примеру, я сейчас приду в HTML и создам здесь тег h1, у которого будет класс title name. Задам ему какой-то соответствующий текст, чтобы мы могли видеть его на экране. И теперь я делаю следующую вещь. Я полностью копирую класс, который давал тегу. После чего возвращаюсь в JavaScript, ставлю строку, пишу название класса. И теперь самый главный момент. В начале класса мне нужно обязательно добавить точку. Именно точка говорит о том, что я подключаю наш тег по классу. Это должно было напомнить вам CSS. Мы в стилях подключали теги для стилизации, также перед классом писали точку. Тут тот же смысл. Если мы хотим убедиться в том, что мы подключили наш тег правильно, я его выведу сейчас в консоль. Для этого пишу console.log и передаю в круглые кавычки название нашей переменной. Мы в консоли увидели, видите, тег h1, точка, название нашего класса. Это говорит о том, что мы подключили все правильно, и теперь мы можем использовать наш тег внутри JavaScript. Когда я подключил тег JavaScript, у меня появляется возможность теперь полностью им манипулировать. Я могу изменять любое его свойство. К примеру, я сейчас вижу, что наш тег h1 визуально показывает слово Алекс. Алекс, потому что я вот именно здесь его прописывал. Но я могу его поменять, используя JavaScript. Для этого я прописываю название нашей переменной, ставлю точку и прописываю следующую команду. Команду inner.html. Присвою к ней John. Как мы можем заметить, визуально у нас сразу появился John, а наше имя Алекс пропало. Значит, что такое inner.html и вообще что сейчас здесь произошло? Когда мы подключаем наш тег в JavaScript, мы можем в нем манипулировать любой памятью этого тега. И в данном примере я взял память inner.html. Что это за память? Это память между открывающим и закрывающим тегом. И именно в эту память я присвоил, то есть через равно присвоил, новое значение, значение John. Грубо говоря, я с помощью логики JavaScript физически заменил здесь слово Алекс на слово John. А если говорить более подробно, что такое inner.html, то inner.html это память между открывающим и закрывающим тегом. Давайте для следующего примера я создам еще один контейнер, дивчик такой конт, и подключу его точно так же в наш JavaScript. Для этого создаю переменную, назову ее cont равно document.querySelector. Опять же, я подключаю тег из HTML, значит я ставлю строку, точку и название того класса, который я ранее давал. Это cont. На всякий случай я напомню,
что когда мы используем встроенные функции в JavaScript, то вам нужно писать, как и я, если вы хотите их использовать. Ведь если вы сделаете хоть какую-то орфографическую ошибку, метод работать уже не будет. К примеру, я не дописал буковку R, и видите, в консоли уже ругается по типу «я не могу найти такую функцию, я не знаю, что ты используешь». Когда мы подключили наш контейнер в JavaScript, я хочу в наш контейнер передать какую-то более сложную верстку. Использую я наш inner HTML и в него буду присваивать следующее. Строку, где пропишу тег h1 со словом name. Как мы можем заметить, когда я присвоил вот это в inner HTML, визуально я увидел слово name. А h1 у нас тоже отображается, но не так, как текст, а так, как тег. Что это значит? Сейчас я нажму вот сюда, наведу на наш тег и увижу, что в контейнере у нас появилась вот такая верстка. Тут появился целый тег, новый тег. Значит, что сделал сейчас inner.html? Он не только добавил какой-либо текст внутрь его, но еще и создал целый тег. Исходя из этого, когда я использую inner.html, я могу с помощью него создавать целые структуры в нашем HTML. К примеру, мы хотим немножко усложнить нашу конструкцию, и я добавлю в него еще и параграф. Пусть будет h:20. В процессе написания нашего кода мы будем часто прибегать к inner.html, чтобы с помощью него создать какую-то верстку на страничке или перезаписать какой-либо текст. Вообще, это очень полезная штука, ведь хоть и сейчас я прописываю этот inner.html, и он отрабатывает моментально, то когда мы немножко усложним нашу логику и поймем больше, мы сможем делать так, чтобы, к примеру, наши теги создавались не сразу, а при каком-то действии. Например, при клике. Если наводить пример из жизни, то когда мы заходим на сайтах у нас бывает, есть такая штука, как модальное окошко. Ну, это что-то, что открывается поверху всего сайта при каких-либо действиях. Так вот, само открытие модалки может быть реализовано с помощью нашего inner.html. Ну, то есть модалки вообще нету никакой. А потом в какой-то момент времени у нас отрабатывает вот этот код, который что делает и создает нам это окошко. Да, в нем структура будет немножко сложнее. То есть там не будет у нас тег h1 и p, а там будет, скорее всего, пару контейнеров, поля ввода, кнопки и так далее. Но все равно это вся та же конструкция, которая реализована с помощью inner HTML. Наконец, мне бы хотелось повторить, что мы сегодня увидели. Первое, мы увидели такую вещь, как Document Query Selector. Это такая функция, которая позволяет нам подключать теги из HTML в JavaScript. И также inner.html. Inner.html– это память между открывающимся и закрывающимся тегом. То есть вот сюда, вот в этот промежуток, я смогу присваивать все, что я захочу. Главное мне взять тег, написать точку, вызвать наш inner.html и в него через равно присвоить все то, что я хочу увидеть там, визуально. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда в описании под видео.